Сейчас по-простому и быстрому покажу, каким образом рисовать простые и эффектные домики. Сейчас покажу, что необходимо для того, чтобы быстро и просто рисовать вот такие вот простые домики. Посмотрите. Я делаю линию горизонта, и все у нас в мире состоит из кубиков. И для того, чтобы рисовать вот такие домики элементарные, нам нужно понять, как строится кубик на линии горизонта. Линия горизонта — это всегда линия ваших глаз. Вот человечек. И присядете вы или встанете вы, у вас линия горизонта поднимается или опускается вместе с вами. Теперь смотрим. Например, я хочу нарисовать вот такой кубик. Вот такой. Я делаю его переднюю грань сюда. Вот так. Раз. И это высота моего домика. Вот эта высота. Теперь, что мне необходимо сделать? Вот моя линия горизонта. И я на ней достаточно произвольно отмечаю точки схода. Точки схода — это вот такая интересная структура. Все диагональные линии вот этого домика, они приходят в одну точку на линии горизонта. Вот эта вот линия крыши идет туда. Все линии оконных проемов, на которые они опираются, они идут вот в эту точку схода. Она может быть ближе дальше, в реальности ее нужно высчитывать, а фантазируя и рисуя из головы, ее можно придумывать, как вам нравится. То же самое происходит и здесь. Вот эта линия, она идет сюда, в точку схода. И, соответственно, все линии, которые есть с этой стороны, они тоже идут в точку схода, единую. Окей. Для того, чтобы нам нарисовать этот домик, нужно обозначить сначала две точки. Например, вот здесь одна, вот здесь одна. И теперь я делаю так, чтобы построить кубик. Бам, бам. У меня построилась вот эта структура. Окей. Теперь я думаю, мой кубик может быть вот такой ширины, вот такой или вот такой. Без разницы. Я, например, выберу вот такой. Я черкну. Вот мой кубик. Это с одной стороны. Вот она. Помечу ее. Мы ее получили. Теперь с другой стороны. Может быть такой, такой, такой. Например, я выберу такой. Вот она. Отмечу ее. Мы ее получили. Получился вот такой кубик. Вид в перспективе. Остальные стороны мы не видим. Остальные стороны находятся за гранью. Но если мы хотим узнать, где они находятся, нам нужно из этого угла отправить направляющую вот в эту точку схода. А из этого угла отправить направляющую вот в эту точку схода. И мы получим насквозь прорисованный кубик. И отсюда, естественно, вертикаль вниз. Вот тот же самый кубик, прорисованный в объеме. В общем, этого необходимо достаточно. В общем, теперь, когда вы поняли основную теорию, услышали ее, вы можете читать то, что я делаю сейчас на этом рисунке. Снизу это основная линия, это линия горизонта. Вертикальная линия, я на ней отчертил высоту моего домика. И косые линии — это те линии, которые направлены в точки схода. Соответственно, ориентируясь по этим линиям, я и выстраиваю и геометрию, и архитектуру вот этого домика, и направление, например, оконных проемов. Для того, чтобы процесс происходил быстрее и проще, я использую водорастворимую тушь. Ну, вы все знаете, что я использую перо и перьевую ручку. В данном случае я использую лами. Лами — превосходный инструмент и очень удобный в практике и в работе, и в творчестве. Я его просто обожаю, да. Ну, соответственно, сейчас я очень грубо накидываю фрагменты оконных проемов и не стараюсь сделать какую-то аккуратистскую историю. Я стараюсь, чтобы эта история была главным образом проста, быстра и плюс-минус эффектна. Ну, эффектно она получается потому, что я, по сути, использую сочетание. Некоторые сочетания плюс-минус акварельной техники и штриховой техники, перьевой графики. И вот, в принципе, уже условный домик, он близок к финалу. И я уточняю его формы, уточняю дополнительными линиями. После того, как я его нарисовал, я еще раз прохожусь по основной геометрии. И это довольно хорошо работает, очень удобно.
Если он был понятен первый домик, то я думаю, что и второй домик — это небольшой такой, как будто бы замок или домик с башней, тоже будет вам понятен, прост и легок. Это вы сразу же видите, что происходит. Происходит линия горизонта. Вот теперь я не отмечаю активно линии, которые идут в точке схода, но вы уже знаете, каким образом они строятся. Вот, например, точка схода справа, она очень близко помещена к зданию, поэтому перспектива так сильно искажена. Ну, это довольно эффектно выглядит. Интересно. Общая геометрия у меня уже есть. И смотрите, я использую перьевую ручку, и даже такой легкий рисунок, он уже становится эффектным. Он и объемный, ну, плюс-минус, потому что он нарисован в правильной перспективе. Но и вариативность пера, она тоже дает свой очень хороший эффект даже на стадии суперлайтового наброска. Когда я размываю чернила с помощью водной кисти, эффектность еще прибавляется прям на порядок. Это очень хорошо и удобно. Сразу же начинаю чуть-чуть прорабатывать те моменты, которые мне кажутся важными. Зачем я слежу? Я слежу за тем, чтобы в любой момент моего рисунка самое главное о моем рисунке уже было сказано. Ну, для меня самое главное — это вот такой вот плюс-минус архитектурная форма образования. Это то, что для меня, ну, основное. И за этим я слежу. Всякие разные декоративные финтифлюшки, ну, мне, может быть, не очень интересно. Кому интересно, то, наверное, может обращать на них больше внимания. То есть все зависит от профсклонности. И, соответственно, вот этим линиям, которые направлены в точке схода, я рисую линии, на которых держатся оконные проемы. Например, верх оконных проемов — это такая же линия, как линия крыши, и она также сокращается в одну из точек схода. Линии с правой стороны идут в правую точку схода, линии с левой стороны идут в левую точку схода. Вот я сейчас рисую левые оконные проемы, и вы видите, они все сокращаются туда, в левую точку схода. Размытие чернил также хорошо работает, потому что оно позволяет мне исправлять ситуацию. Я не использую ластик, я рисую сразу начисто, и это один из таких принципиальных подходов в моей технике рисунка. И это очень хорошо работает, очень хорошо помогает. Плюс-минус я доволен всей вот той ситуацией, которая у меня сейчас на листе. Это все просто, быстро, симпатично. Единственное, что мне осталось, наверное, это проработать и подчеркнуть детали. И вот на той дальней части башни там не очень удобно из-за сильного перспективного сокращения, но тоже нанести оконные проемы. Это, в принципе, там большого особо труда не представляет. Но вот я думаю, что наиболее эффектное у меня в рисунке, это, наверное, вот эти вот формы, которые я сейчас выделил штрихами. И то, что наиболее важное. А то, что относится туда, назад, уходит вдаль, в задний план моего рисунка, может быть, не стоит там сильно детализировать. Лучше проработать передний план. Это даст также и впечатление глубины и воздушной перспективы. И, может быть, для того, чтобы вся эта система смотрелась гармоничней и эффектней, нужно несколько деревьев. И вот, собственно, вот эти деревья я рисую и приношу им тенеобразование, соответствующее тенеобразованию моего здания. И все это вместе работает хорошо, очень просто и симпатично. Вот, и также не помешает немного зимы. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Внизу у меня плейлисты. Можно открыть плейлист по ландшафтной архитектуре, по архитектурному скетчингу и начать рисовать. Рисовать одновременно с видео. Это прекрасный метод учиться. Например, как я учился, я брал работы, например, я смотрел, как рисуют, допустим, там итальянские какие-то архитекторы древние, скажем, Пиранези, смотрел, какой тип штриха, в каком моменте работает, что он делает, как он это все рисует. И смотрел на картинку и пробовал рисовать у себя там в скетчбуках фрагментами. Не полный рисунок, не большой рисунок, а маленькие фрагменты. И так как я рисовал маленькие фрагменты, вероятность успеха была намного выше. Поэтому я вам тоже советую, если большой рисунок там из моих видосов рисовать трудно, рисуйте сначала маленькие фрагменты, несколько раз, пока не станет уверенность в этом. И чтобы не наскучило, можно брать фрагменты с разных рисунков. И нарабатывать вот такие микропаттерны техники. Это очень хорошо работает. Я прямо на себе это проверил. Вот, а потом брать и рисовать там работу побольше. Сначала, может быть, мою копию, а потом
интерпретацию, то, как вы видите сами. Вот это хороший метод обучения рисунка. И еще у меня внизу ссылка на платный сервис. Там особая информация, которую я даю только на курсе. Это алгоритмичные, пошаговые. Я рассказываю, каким образом вся эта история складывается, так, чтобы она работала. Так, чтобы она работала. Или вы об этом догадываетесь из моих видосов, строя там в уме какую-то свою систему. Или welcome на мой платный подписочный курс на Boosty. И там в таком режиме, как я рассказываю на своих курсах, вы можете получить вот эту информацию, которую я 5 лет бешеных усилий нарабатывал в себе. В общем, вот. Там по тарифу за 200 рублей, ну, такая тезисное все осмысление. Все подробно по тарифу за 400 рублей. Так что, в общем, рекомендую. Рекомендую, да. Меня зовут Эдуард Кичигин. Всем чао-чао. Хорошего дня.